I Mhm. still think it's hilarious. Okay. So, hello, everybody. My name is Shira Reiner. I'm a nurse, and today I'm going to be translated by Dr. Alexandra. That's you now. Здравствуйте все, кто здесь. Здравствуйте все, кто здесь присутствует. Меня зовут Шира Райнер. Я работаю медсестрой, и сегодня я буду, ну, в смысле, я, Александра, буду переводить все то, что скажет госпожа Шира. It gives me great pleasure to introduce my very dear colleague and my children's Для, doctor, Dr. Alexandra. для меня это большая честь встретить здесь доктора Александру, которая также принимала участие в лечении моих детей. And now I will let our doctor teach you a little bit from the vast knowledge she gave me through the years. The floor is yours, doctor. Мгм. И все те знания, которые есть, да, но есть возможность сегодня этими знаниями поделиться, узнать для себя что-то новое. Вот, и с вашего позволения я тогда начну лекцию. Спасибо в первую очередь всем, что вы сегодня пришли на эту лекцию. Лекция посвящена аутизму. Я уверена, что, коль у вас есть интерес, некоторую информацию, а может быть, и все, что есть на сегодняшний день в литературе, вы уже слышали или максимум знаете. Я надеюсь, что что-то новое для себя вы почерпнете. Эта лекция будет посвящена аутизму, его проявлениям и всевозможным подходам к лечению этих деток, а точнее к оказанию помощи этой категории детей. И то, что выполняют мои коллеги в клинике, это использование стволовых клеток, мезенхимальных стволовых клеток и экзосом для помощи деткам-аутистам. Это то, что выполняется на сегодняшний день в клинике, и определенные результаты, положительные результаты у этих детей мы можем видеть. Итак, начнем. Что такое аутизм? Аутизм– это такое расстройство, нарушение, да, психического развития ребенка, при котором мы наблюдаем, что этим людям, этим деткам, им сложно общаться, им сложно строить отношения со сверстниками, либо со взрослыми. Для них есть определенное стереотипное поведение. Эти детки, к сожалению, имеют ограниченный круг интересов. То есть все, что выходит за рамки их интересов, их не интересует. Да? Они условно живут в своем мире. Причин на сегодняшний день для аутизма существуют основные причины, которые рассматриваются. Это некоторое воздействие генетическое, да, которое также выполняют многие родители, выполняют разные генетические исследования для того, чтобы определить, какой вид мутаций присутствует у ребенка. Также это, возможно, какая-то причина, связанная у мамы во время беременности, всевозможные заболевания, инфекционные заболевания, стрессы, то есть физическое состояние мамы на период беременности, какие-то провоцирующие факторы, которые также вместе с генетически обусловленными факторами вместе могут сыграть роль в том, что рано или поздно у ребенка на ранних этапах развития появляются те или иные симптомы аутизма. Но на сегодняшний день окончательно ответить на вопрос, почему же возникает аутизм, к сожалению, однозначного ответа нет. То есть считается это комбинация факторов как генетических, так, возможно, факторов внешней среды, вот, физическое здоровье мамы во время беременности, и вот некие такие сочетания этих факторов могут повлиять на то, что ребенок рождается и становится, да, ведет себя несколько иначе, да, по сравнению со своими сверстниками. Основные критерии
по которым данный диагноз ставится. Это первый, самый основной, это то, что ребенок не идет на контакт с детками другими, да, своего возраста, либо со старшими, либо эти контакты, они лимитированы. Этим деткам очень сложно выразить свои эмоции. Они не разговаривают, либо их общение сводится на нет или на минимальное, как с родителями, так и с другими детками. То есть вот в клинику приезжают родители-аутисты и говорят, допустим, у нас ребенок может сказать всего лишь там 3 слова, 10 слов, 50 слов. То есть это достаточно ограниченный запас слов, которыми оперирует ребенок. Детки эти редко используют жесты, у них слабое развитие мышления, слабое развитие фантазии, то есть, допустим, пересказать подробно какую-то историю, да, или когда ты спрашиваешь, как у тебя прошел день, да, вот детки, которые постарше, им очень сложно выразить пересказать, да, то, что с ними произошло, ввиду того, что именно как мышление, так и фантазии у них не на минимальном уровне. Эти детки, они не играют с другими детьми, они не любят командные игры. То есть, если мы зайдем, допустим, в детский сад, в котором находится ребенок-аутист, как правило, такой ребенок будет играть один. Он не будет, да, в кругу своей группы, а где-то будет сидеть в сторонке и сам по себе играть в то, что ему интересно. Для того, чтобы оценить степень тяжести аутизма, существует множество шкал всевозможных. Здесь в презентации представлена одна из них, которая может сказать, насколько форма аутизма тяжелая. Каждый параметр из 15 может оцениваться от 0 до 4. И таким образом при суммировании этих симптомов мы понимаем, насколько тяжелая форма аутизма. То есть сюда входит, естественно, как основной фактор, да, как основной критерий, который мы уже с вами сказали, это взаимоотношения с людьми, да, то есть какой происходит контакт с людьми. Имитация движений, имитация действий, зрительный контакт, да, так называемый eye contact, который у деток страдает, да, то есть либо у них этот взгляд, когда мы смотрим в глаза, он очень короткий, да, либо его вообще не существует. Это реакция на звук, либо какой-то другой раздражитель, реакция на прикосновение, способность к эмоциональному реагированию, да, это ощущение тревоги или страха, подвижность, координация, умение пользоваться предметами. Очень часто родители говорят, что игрушки, например, постоянно ребенок ломает, да, то есть тоже умение пользоваться игрушками, это важно, или вообще другими предметами. Способность адаптироваться к новой ситуации, речь, невербальная коммуникация, то бишь мимика, жесты, общая активность ребенка, качество и последовательность разумных ответов. То есть, когда мы спрашиваем, как, допустим, как у тебя дела, Doctor, или я? sorry, can I ask? We've not gone long into the lecture. Maybe there's some issue. A lot of people are not being admitted into the lecture. So since we have not too many, wait, I can see somebody else has joined. Um, you know what? Sorry. Please continue the lecture. Maybe the issue is solved. I'm not sure. Okay, please continue. Окей. Окей. Также из симптомов, на которые оперируют и обращают внимание по оценке по этой шкале,
обращают внимание на общую активность ребенка. Как правило, это детки гиперактивные, то есть они достаточно в течение дня себя очень активно ведут, и родители зачастую устают от такого уровня активности, да, то есть этот ребенок не сидит на месте, ему хочется все время куда-то прыгать, многие детки карабкаются, даже на подоконнике взбираются, это количество и последовательность разумных ответов, то есть задавая ребенку разные вопросы, зачастую мы слышим одинаковый ответ, да, то есть им сложно сориентироваться в плане правильных ответов. В целом общее впечатление от пациента, когда оценивается по этим 15 параметрам, то есть каждый имеет четырехбальную градацию, набирая 60 баллов, начиная с 37, уже можно говорить о том, что у ребенка тяжелая форма аутизма. Но опять же повторюсь, что шкал для оценки тяжести аутизма и вообще для оценки аутизма их существует достаточно много. Некоторые факты, которые, я думаю, вы знаете, а может быть что-то и будет для себя новое, считается, что аутизмом страдает каждый 68-й ребенок. Это статистика США. Я встречала Всемирной организации здравоохранения. Они считают, что статистика в среднем 1 ребенок на 160. Но на сегодняшний день эта цифра, она потихонечку растет, то есть таких деток становится больше, причем во всех странах. Эта проблема достаточно актуальна, потому что как максимально этих деток социализировать, да, как максимально помочь этим деткам. Это очень важно, и это большая проблема для родителей, потому что когда мы видим запросы родителей, основной такой момент, они пишут, что мы хотим, чтобы наш ребенок стал нормальным, чтобы он общался, умел с нами общаться, да, выражал свои эмоции. К сожалению, полностью вылечить от этого состояния, на сегодняшний день невозможно. Разные методики, которые существуют, они направлены на то, чтобы ребенка максимально социализировать, да, максимально помочь ему выражать себя, выражать свои эмоции, свои желания, для того, чтобы в дальнейшем процесс общения происходил легче. Да. По статистике, возвращаясь к факторам, которые факты по расстройству аутистического спектра, замечено, что мальчики страдают в 4 раза чаще, чем девочки, и это действительно так. Аутизм встречается во всех расах, во всех этнических, социально-экономических группах. Это состояние, когда у ребенка могут быть разные навыки, разные проблемы и потребности. Да? Вот кто-то, допустим, говорит, что мой ребенок ест только чипсы и пьет кока-колу. У нас несколько таких деток в клинике было, и все, да, но, естественно, основные проблемы это не общение с другими детками, это невозможность выразить себя, то есть отсутствие речи, у кого-то там проблемы, выраженные со сном или гиперактивностью, то есть жалобы, как само название спектра, они могут быть всевозможные, да. Под цифрой 5 мы видим, что на сегодняшний день причин для аутизма, конкретных причин существует достаточно много, включая гены, но сказать однозначно, что могло повлиять в том или ином случае на формирование аутизма, сложно.
Также мы говорим, что данное заболевание, как правило, может быть диагностировано к 2-3 годам. Вот, когда детки начинают максимально активно, да, расти, общаться с детками своего возраста, вот, меняться игрушками, говорить как можно больше слов. И поэтому родители видят, что по сравнению с детками, да, с которыми вот мамочками общаются, они параллельно, да, видят, что ребенок несколько иной. Поэтому вот именно в 2-3 года этот диагноз может быть окончательно поставлен. Мы знаем, что вот часто обращаются люди, родители из Европы в клинику к коллегам, и они говорят, что мы ждем, допустим, возраста 2,5-3 года, потому что вот именно в этом возрасте специалист может сделать определенные выводы. Да, сейчас пока рано об этом судить. Однозначно, что ранняя постановка диагноза не только аутизма, но и других заболеваний, и раннее оказание услуг, оно помогает, может дать значительно лучшие результаты, да, и однозначно, что какого-то универсального лекарства или диеты, или каких-то биологических добавок не существует, но все равно есть при уже имеющемся диагнозе есть рекомендации. Та же спич-терапия, та же терапия на английском языке это occupational therapy, когда ребенка стараются максимально обучить его в плане поведения, как себя вести при той или иной ситуации. Это помогает детям уже на ранних этапах сформировать правильную реакцию, да, что тоже хорошо, то есть помогает им максимально приспособиться к повседневной жизни. То есть чем раньше диагноз поставлен, тем лучше. И даже с этим диагнозом, скажем, это не приговор, это состояние, при котором люди живут, люди могут учиться, они могут преуспевать в классе, в группе, и не только в классе, но за его пределами, вот, и может даже привести к, скажем, более высокому социальному уровню этих деток и каких-то уникальных возможностей, уникальных способностей тоже могут раскрываться у этих деток, о чем не нужно забывать. Из методов, которые существуют, и наверняка вы все о них слышали, по статистике диету из всех родителей аутистов могли использовать порядка 1/3 всех семей. Подскажите мне, пожалуйста, вот я вижу, что сейчас порядка 11 людей присутствует. Каким образом вы связаны с этой темой? У вас детки аутисты или же напишите, пожалуйста, в комментариях или скажем, люди тоже из медицинской области, да, медицинский интерес, или кто-то, может быть, из родственников деток страдает этим заболеванием. Напишите, пожалуйста, какое отношение вы имеете к данному заболеванию. Понятно, то есть сын, дочь, может быть, кто-то здесь есть медицинские работники, тоже понимаю, мама, понятно, мама ребенка с аутизмом. То есть эта проблема вам знакома, и я уверена, что наверняка что-то с диетой вы пробовали. Можно ли уточнить, кто сейчас сохраняет, кто из деток остается на безглютеновой, бесказеиновой диете? И такой опыт вы, допустим, понимаете, что есть положительный результат. Есть ли тут такие родители? Пока не ответили, но уверена, что на каком-то этапе родители пробовали. Да, не пробовали, но вы знаете, хотя даже вот на этой страничке, презентацию, кстати, вы потом сможете получить доступ к ней, но
нужно сказать, чтобы ощутить эффект от данной терапии, был на диете 1,5 года, результатов нет. Ясно. Эм, Такое тоже бывает. То есть, когда вы все сегодня, все моменты, которые предлагаются и существуют в мире, и далеко даже в этой лекции это не все, опять же, кому что помогает. Но мы видели деток, которые спустя, вот родители, допустим, начинают эту диету, это тоже непросто перестроиться, как правило, перестраивается вся семья, допустим, полностью уйти от сладости, это деткам тоже сложно сделать. И родители говорят, что ну, нужно хотя бы у кого были результаты, хотя бы 2-3 месяца, да, то есть это вопрос не 1 недели, не месяца даже, а это длительный период. И если эффект есть, то он, ну, хотя бы спустя 3-4 месяца он однозначно будет. Если же вот мамочка одна написала, что были 1,5 года и результата нет, но значит, скажем, это не совсем, надо пробовать что-то другое. Хотя вот даже здесь написано, вот на этой ссылочке, что эта диета безглютеновая, бесказеиновая, она пользуется успехом. Почему? Потому что она связана с одной из гипотез аутизма, так называемым протекающим кишечнике, ну, то есть проблемами с кишечником. И, естественно, что если начинается определенно меняется характер пищи, то мы таким образом мы меняем состояние флоры кишечника, мы минимизируем воспаление, да. Если у деток была, допустим, лактазная недостаточность, естественно, эти детки будут лучше себя чувствовать на этой диете, потому что лактозу организм никак не мог, да, принимать. Поэтому, когда этот компонент убирают или же убирают белки в большом количестве, то идет нормализация с работой кишечника, да, улучшается проблема со стулом. Потому что детки зачастую склонны к запорам, да, может быть, тоже кто-то из вас, кто присутствует, отмечали, что у деток есть тенденция к запорам. А на фоне этой диеты мы условно стараемся минимизировать проблему с кишечником, и тем самым состояние у деток улучшается. Но не стоит забывать, вот, да, кто там длительно был на диете, что все равно такие параметры, как кальций, как витамин D, время от времени нужно контролировать. И потому что вот когда приезжают детки на лечение, обязательно уровень микроэлементов, витаминов является обязательным анализом. К сожалению, процентов, наверное, 70 деток, у них недостаточное содержание витамина D. Поэтому время от времени его нужно контролировать. Конечно, также многие пользуются всевозможными биодобавками, витаминами. Особый эффект уделяется мелатонину, потому что это тот препарат, который может помочь с нормализацией сна и работает зачастую этот препарат. Скажите, пожалуйста, есть ли тут родители, у которых у деток были проблемы со сном, пробовали мелатонин, и чтобы он помогал? Есть такие родители? Мгм. Да. Понятно. Вы можете написать, на какой дозе вы отметили положительный эффект у вашего ребенка? Потому что дозы, а у вас даже был обратный эффект. Опять же, мы видим, что универсального подхода, универсальный 1 миллиграмм, кому-то 3 миллиграмма
оказывали эффект замечательно, то есть это терапевтическая средняя доза для ребенка. Мы видели деток, которые даже были на 5 миллиграммах, то есть шли более высокой дозы. Можно спросить, мамочка, которая вот сказала, что был обратный эффект, как длительно вы принимали мелатонин? Вы, допустим, в течение 1 недели попробовали, и был такой обратный эффект. Может быть, это еще с чем-то было связано. На каннабисе стал спать лучше. Да, многие вот именно масло каннабиса, да, CBD oil, они находятся на нем. Это и группа, и неврологические пациенты, и детки-аутисты. э, Зачастую это помогает, это решение, да, либо мелатонин, либо масло каннабиса. Жду ответ мамочки. Может быть, мама ответит, как долго давали мелатонин. Может быть, даже вы скажете, я не знаю, функция сообщить в эфир. Можете вы или нет сказать? Это мамочка Ирина. Мгм. Длительный прием, несколько месяцев. Понятно. То есть вы тогда перешли с мелатонина и нашли для себя вот именно каннабис, и был положительный эффект от его использования. Ясно. Из родителей, кто здесь есть, подскажите, пожалуйста, у кого еще есть опыт использования в качестве, может быть, другие препараты для нормализации? Звук выключен, понятно. Для нормализации сна. Работали какие-то другие препараты, либо травяные сборы, кроме каннабиса, кроме мелатонина? Есть ли такой опыт? Магний. Окей, да, магний тоже универсальный. Некоторые вот родители, у которых выраженная гиперактивность у деток, магний тоже помогает, да, минимизировать, да, вот эту гиперактивность. Хорошо, благодарю, спасибо за ответы. Вот, то есть мы немножко с вами потом тоже посмотрите, что также используют другие родители, то есть это могут быть и омега-3, да, кроме всего этого, пробиотики, опять же, возвращаясь к работе кишечника, потому что нормально функционирующий кишечник тоже может улучшить состояние, психическое состояние ребенка. Также часто используют препараты, направленные на улучшение состояния иммунитета. Вот. На сегодняшний день 100% доказательств данной теории не получено, но тем не менее вопрос о хелировании организма, о тяжелых металлах, в частности ртути, да, и многие родители, которые приезжают, вот говорят следующее, что до прививки ребенок был абсолютно нормальным, да, то есть развивался, был как другие детки, зачастую это семьи имеют возможность сравнить, потому что уже это не первый ребенок, да, они говорят, что все было хорошо, но когда была выполнена прививка, ребенок, как будто бы ребенка подменили. Вот, и связывают это с именно действием вакцин, с ртутью, с препаратом тимерасолом, который входит, да, в качестве как бы консерванта, и таким образом считается, что может провоцировать такой запуск, да, триггер для того, чтобы появились симптомы. Мамочка написала, что ага, в разных дозах, а потом сон ухудшался. Понятно. Спасибо. Спасибо. То есть у вас такой опыт. Мелатонин не подошел на масло, да, CBD oil, масло каннабиса и также магний, положительный опыт. То есть сработала вот эта схема. Подскажите, пожалуйста, если здесь из присутствующих, которые также могут сказать, что ухудшение состояния или какие-то первые симптомы были также связаны с прививкой?
после того, как, допустим, сделали плановую какую-то прививку, да, и четко регресс у ребенка отметился, и насчет симптомов, присущих аутизму, что вот они стали возникать. Не вижу ответа, значит, пока, но таких нет. Но время от времени, может быть, и в литературе вы встречали, что это является возможным один из триггеров. После последней АКДС. 1,5 года. Прививка. Мгм. Да, как правило, вот именно, да, АКДС в 1,5 года плановый возраст для вакцинации, и у деток именно после этого начинается проявление симптомов. Вот. Хотя вот по доказательной базе считается, что ну, не может, но эта связь не доказана, но факты остаются, да, что связь с вакцинацией, ухудшением состояния присутствует. Но пока это, скажем, научно до конца не доказано. В течение 2 недель. И диагноз в год и 7 месяцев. Понятно. То есть многие, да, вот сейчас написали о том, что 5 человек, о том, что связь с вакцинацией присутствует. То есть половина, да, по статистике из тех, кто здесь присутствует, 50% написали о таковой связи, которая отмечается. Тем не менее, родители все равно процентов, наверное, 90 делают тест на тяжелые металлы. Кто-то делает анализ крови, это может быть слюна, это могут быть волосы, вот, либо моча, и определяют состояние жидкости на тяжелые металлы. Вот. Естественно, если какие-то показатели повышены, то рекомендуется использование хелатирующих веществ. Вот, то, что мы знаем, это для деток, это использование вот хлореллы, водоросли, да, морской, которая также она длительно принимается, может помочь с условно чисткой, да, организма от тяжелых металлов, и ее нужно как минимум там, 2-3 месяца проводить данный процесс очищения, и затем в динамике брать опять, допустим, ту же кровь или там, волосы, то, что брали изначально, и смотреть, насколько снизилось содержание тяжелых металлов после очищения. Так, да, перестали повторять прививку. Вы знаете, вот кто с прививками сталкивался, они потом, но они не делают. И причем даже вот они, родители эти настаивают, что когда выполняется клеточная терапия, для них очень важно, чтобы материал, который будет вводиться, да, мезенхимальные стволовые клетки ребенку, были обязательно от непривитых, ну вот мам, допустим, то есть они, чтобы не сталкивались с прививкой. Это касается и ковид-инфекции, потому что тоже считается некоторые такие триггерные моменты могли быть после вакцинации. Вот, поэтому если кто-то из родителей еще никогда не делал тест на тяжелые металлы, может быть, стоит и сделать, и посмотреть состояние на скрининг, да, сделать на тяжелые металлы. Также не могу не вспомнить о гипербарической оксигенации. Очень много родителей, которые в клинику приезжают, они говорят, что мы это с детками проходили, то есть проходят курс,
вот, данной терапии, и достаточно такие неплохие результаты могут быть получены. И есть исследования, что да, могут быть как положительные результаты, но были и группа деток, которые по сравнению с контрольной никаких не получили улучшений. То есть такие противоречивые данные, но кому-то помогает. Это так же, как и с диетой, да, то есть многие родители, я знаю, что большинство родителей, они не сдаются, они пробуют тот или иной метод, вот, и в клинику они приезжают и говорят, вот нам помогает то-то. А родители с диетой, они говорят, вы знаете, у нас так заведено, что только я должна готовить. Поэтому если они приехали на лечение в клинику, мама сама готовит по количеству соли, потому что если, говорит, вот немножечко что-то не так сделать, да, вот, ну, по диете, да, безглютеновой, безказеиновой, то ребенок сразу почувствует и не будет кушать. То есть кому какой ключик из деток находят. Вот, но были у нас родители, которые говорят, что да, лечение с помощью гипербарической оксигенации все-таки ребенок стал менее гиперактивный. Поэтому, если такая возможность есть, то тоже можно попробовать и со своим ребенком, как организм откликнется на данную терапию. Вот, движемся с вами дальше. Такое интересное направление, практика телесно-ориентированная, то есть она основана на физическом контакте, вот, хотя считается, что массаж, он не доказан, что может улучшить состояние деток-аутистов, но все равно, что если, допустим, массаж делают родители, выполняют, это может лучше дать возможность лучше понимать своих деток, да, также наладить контакт с ним. Есть определенные зоны, потом родители говорят, окей, нравится, когда вот здесь гладят там или за ручку, на ладошку гладят. То есть вот эти все тактильные вещи для деток бывают важны. Хотя, как вы помните, на некоторые раздражители, например, на звук, вот у нас была первая картинка, ребенок закрывает уши, да, ам, невозможность, вернее, нежелание, да, нежелание слышать какие-то звуки такие высокие, резкие. Некоторые у телесного контакта детки тоже, они это не воспринимают и негативно к этому относятся, поэтому, опять же, все индивидуально. Кому какой метод из деток больше подходит, когда он положительно настроен. Может быть, кто-то слышал метод Томатиса, родители упоминали этот метод, который заключается в сенсорно-звуковом стимулировании. Вот, ребенок надевает наушники, это вот как нам родители объясняли, и, возможно, стимуляция, да, идет звуковой сигнал с помощью двух способов. Костная проводимость, воздушная проводимость. И таким образом ребенок получает такой сигнал, и его, скажем, особенно речь, это может стимулировать именно процесс формирования речевых навыков. Поэтому кому-то из деток аутистов этот метод подходит. Вот. Но стопроцентного доказательства, окей, это простимулирует речь. Опять же, все это доказательная база стопроцентная данного исследования. То есть он, что абсолютно сработает со всеми детками, она тоже стопроцентная база отсутствует. Интересный такой момент, транскраниальная микрополяризация. Мгм. Но на речь не повлияла. Ясно. Ясно, спасибо. То есть вы с этой методикой вы знакомы. А подскажите, пожалуйста, когда вы проходили курс, это мамочка Екатерина пишет, как долго продолжался курс один? Вот, начал говорить. Светлана сообщила 2 недели. Окей, то есть 2 недели длительность курса. Я поняла.
Вот. А пробовали или нет спустя 3 месяца, может быть, знаете, какой-то перерыв, а потом еще раз к этому вернуться? И подскажите, Светлана, сколько лет вашему ребенку? Мгм. Заговорил в 6 лет. Понятно. Хорошо, спасибо, потому что почему я спрашиваю, знаете, некоторые вот методы, которые родители используют, все равно через какое-то время некоторые возвращаются, и второй раз этот метод может сработать лучше. Это тоже бывает. Поэтому в отношении речи, чем раньше ребенок получает помощь, да, ту же спич-терапию, тем шансов. Мгм. Понятно. Да, тут правильно. Вот если какие-то есть нюансы в плане судорожной готовности, тут, конечно, этот метод может его, скажем, оставить в стороне. Почему? Потому что любая стимуляция, любой сигнал может спровоцировать, активировать готовность. Это правда. Поэтому в обязательном порядке просят ЭЭГ, электроэнцефалограмму ребенку сделать, вот, для того, чтобы видеть, нормальная ли она, можно ребенку без опасения выполнять эту методику или нет. Понятно. Спасибо за ответы. Ам, Вы планируете повторить? Супер. Пожалуйста, потом даже можете через Ширу, госпожу Ширу передать нам результаты, потому что, знаете, все, что для кого-то работает, надо по крупицам собирать, и все равно некоторая, знаете, статистика, она вырисовывается. Допустим, там, 50% работает этот метод, да, или диета работает в 80%. И таким образом понимать, на каких методиках лучше стоит останавливаться. Может быть, кто-то из вас слышал, это методика транскраниальной микрополяризации, основана на использовании постоянного электрического тока, вот, да, на отдельные структуры мозга. Давно этот метод был разработан, потихонечку внедрялся. Мгм. Понятно. Программу могут составить без составляющих звуков. Ясно. То есть она может быть модифицирована. Если честно, с этой методикой вот совсем плотно я не знакома, просто по тому, что как вот откликаются родители, они говорят, мы, допустим, использовали то-то, то-то, и нам что-то помогло, что-то не помогло. Вот. Насчет этой методики, да, я как бы слышала, вот, что она может быть модифицирована не совсем, ну, я как бы не знаю, но в отношении клеточной терапии чуть позже, что ближе, я вам обязательно расскажу. Об этой методике, я не знаю, слышали вы или нет, но тоже можете посмотреть, да, почитать, на чем она основана, и что также положительные результаты от этого метода были получены от транскраниальной микрополяризации. Поэтому ам, больше, конечно, локация, да, где это было использовано, это страны России, постсоветские страны, а страны Западной Европы, США сильно, вот, да, у них нет доказательной базы, не совсем они были, скажем, заинтересованы в этой методике до первых судорог. Понятно. То есть вы знакомы с этой методикой, и пришлось, я так понимаю, ввиду судорог ее отложить. Ясно. Спасибо за ваши ответы. Мы сейчас плавно подходим к одному из дополнительных методов, да, воздействия на нейрорегенеративную активность головного мозга. Я, к сожалению, не смогла перевести этот слайд, не успела перевести, но постараюсь его максимально подробно объяснить. Да.
центре вы видите, в голубом цвете это так называемая мезенхимальная стволовая клетка. Да, внутри нее расположены такие кружочки с маленькими такими микроголубенькими пузырьками. Это так называемые экзосомы. Экзосомы, по сути, это сами микрочастички стволовых клеток, то есть это безъядерные структуры, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер ввиду своих маленьких размеров. И по сути они обладают такими же свойствами, как и сама стволовая клетка. Что именно делает экзосома и стволовая клетка? Номер один – это активация регенераторного потенциала, это активация пролиферации. Что это значит простыми словами? Это значит, что количество функционирующих нейронов самих клеток, количество может увеличиваться, да? Усиливается контакт нейронов друг с другом. Это триггер для того, то есть сама терапия, она является триггером для формирования новых нейрональных путей. Почему у деток могут формироваться новые какие-то навыки? Именно благодаря этому. Также автоматически стволовые клетки подавляют воспаление, да, suppression of inflammation, подавление воспаления, нейровоспаления в центральной нервной системе. Одна из, скажем, теорий, да, аутизма – это хроническое нейровоспаление. То есть задача клеточной терапии – максимально снизить это воспаление и дать возможности формированию новых нейрональных путей. Это также данная терапия, она приводит к длительной нейропротекции, то есть по пациентам, допустим, вот нашим, которые неврологические пациенты с инсультом, это шанс того, что инсульт повторно не возникнет. Улучшается состояние эндотелия, то есть капилляров, да, и они меньше, пациенты подвержены меньше сердечно-сосудистым катастрофам. Кроме того, что клеточная терапия и экзосомы действуют на центральную нервную систему, безусловно, как вы видите, на рисуночке изображены другие органы. Это положительный эффект, то есть это усиление регенерации функции органов других, в том числе и мочевыделительной системы, это печень, это сердечно-сосудистая система. Вот. Также детки, которые проходили лечение в клинике, они говорят, что детки намного реже болеют инфекционными заболеваниями, вирусными, бактериальными. Либо такой интересный момент, у нас вот было относительно недавно, чуть ли не пандемия, да, ковид-инфекции вирусной, и, допустим, если потом кто-то заболевал в семье, то тот, кто проходил клеточную терапию, будь то ребенок или взрослый, он переносил саму инфекцию в более легкой форме или даже вообще не болел ею, что подчеркивает о том, что клеточная терапия обладает иммуномодулирующим эффектом, что тоже важно. И вы, пожалуйста, вот задавайте мне вопросы. Может быть, господин Райнер, я сейчас спрошу, возможно или нет, чтобы у вас были включены микрофоны и чтобы вы могли задать вопрос. Мистер Райнер? Shira? Hi. Yeah, Hi, sorry. yeah, it's okay. Wait a second. Can I ask you, I just told a brief information to parents, Yes. and I do appreciate if you can give the option to each person to switch on the camera and Oh, yes, probably... of course. Just a second. Guy, can you do it? Yeah, of course. I'll ask. Yes, here. Now everybody can speak. Okay. Thank you. Thank you very Sorry. much. Yeah, thank you very much. Пожалуйста,
Так, как происходит процедура? Отвечаю на ваш вопрос. Процедура и какие побочные эффекты. Значит, как вообще все происходит? Допустим, родители обращаются к нам на сайт. Я вам сейчас могу сбросить также ссылочку нашего сайта, либо вы находитесь на связи с Широй, да, и с мистером Райнером, и они вам помогают оставить заявку на сайте. Вот. Затем родители присылают информацию о ребенке, заполняют опросник, обычный стандартный опросник с указанием возраста, веса, роста ребенка, плюс какие-то, если есть аллергические реакции, обязательно, если есть эпилепсия, на какие препараты получают, да, с описанием судорог. Мы просим деток, у которых есть эпилепсия, обязательно прислать данные последней электроэнцефалограммы, то есть понимать, насколько хорошо противоэпилептическая терапия купирует состояние и предупреждает возникновение судорог. Мы просим в обязательном порядке видео с ребенком предоставить, как он играет, несколько может быть видео, как он играет, какие-то, может быть, периоды, когда повышенная агрессия, да, когда он общается с другими, пытается детьми, зрительный контакт, как он играет. Вот. Затем эта информация попадает коллегам, они составляют программы. Программы могут быть разные. 3 дня есть программа с одной клеточной процедурой и 1 месяц использования экзосом в виде интраназальных капель. Есть программа плюс внутривенная экзосомы и ингаляция экзосома, то есть одна клеточная процедура в течение 3 дней и комплекс экзосом. Есть 5-дневная программа. If they want to see what exosomes looks like, this is the bio. Это, посмотрите, флакончик, в котором находятся, как правило, экзосомы, да, и вот его, допустим, дают таких 5 флакончиков, вы везете их с общей кладью, с хладогенами перевозите, и затем в каждый носовой ход в 1-2 впрыскивания, в каждый носовой ход 1-2 раза в день вы осуществляете. 5-дневная программа предполагает 4 клеточные процедуры с мезенхимальными стволовыми клетками. Это клетки, я не сказала, что это клетки из донорские клетки, не ребенка, а донорский материал, который клиника обеспечивает из пупочного канатика, из плаценты. Вот, также экзосомы, которые получают при выращивании стволовых клеток, да, когда они растут в моменте роста, а потом их собирают, их делают либо в виде ингаляции, то есть когда ребеночек через маску дышит там 10-12 минут, если ребенок высидит. Если нет, то эквивалентная доза в виде интраназальных капель. Затем, после 5-дневной программы, тоже клиника предлагает 1 месяц интраназальных капель с экзосом, да, вот в виде того флакончика, который был вам показан. И есть также для деток более старшего возраста. Мы эту программу используем. Это 9-дневная программа, когда предлагается сочетание экзосом, мезенхимальных стволовых клеток, тоже 4 процедуры. Экзосом получается 11 процедур, 2 раза внутривенные инфузии и каждый день в виде интраназальных капель. И затем 3 месяца 3 месяца капли в нос, то есть это самая такая обширная программа. И там еще интересным моментом является использование макрофагов. Макрофаги М2. Это тот тип клеток, которые в первый день берут у ребенка из крови. И это клетки, которые регулируют, подавляют воспаление. В нашей лаборатории макрофаги эти, которые взяты у ребенка, их сажают на среду, они растут, плюс они выделяют секретомы, да, секретомы, и затем эти секретомы собираются, а макрофаги возвращаются ребенку обратно. То есть то, что взяли макрофаги, их назад вернули. Но когда они росли,
что они, вот эти вещества, секретомы, они очень важны, потому что они тоже противовоспалительные. И их в виде интраназальных капель вместе мы даем с экзосомами на срок 3 месяца. Вот. То есть это особенность 9-дневной программы. Теперь по поводу побочных эффектов. Это важный вопрос для родителей. Нужно понимать, что можно ожидать от данной терапии. Значит, ситуация следующая по побочным эффектам. В 10% приблизительно после проведения клеточной терапии может отмечаться умеренная гипертермия. Что значит умеренная? Это значит, что на 1-2 градуса по Цельсию температура тела может подняться. Эта реакция кратковременная, она может быть максимум до 2 часов, поэтому мы всегда просим родителей, пожалуйста, вот терапия выполнена, не торопитесь покинуть клинику, побудьте, пожалуйста, 1-2 под наблюдением, да, чтобы мы убедились, никакой реакции нет, все окей, потому что 90% эту терапию без, как говорится, каких-либо реакций, но 10% как реакция на прививку, да, что вот такая иммунитет немножечко отреагирует, иммунная система, все-таки может быть. Поэтому этот вариант возможен. Также это может быть некоторая тошнота у ребенка, может быть незначительная головная боль, диарея, но эти побочные эффекты, они там 0,1 может быть. То есть основное это умеренная гипертермия. Вот. А так, терапия сама по себе, но в какой-то степени мы можем сказать, окей, это как переливание крови, да, но при переливании крови необходимо там обязательно совместимость, да, по группе крови, по резусу, то с использованием взрослых мезенхимальных стволовых клеток данной необходимости нет, поэтому они без, скажем, без этого подбора, без совместимости между донором и реципиентом могут вводиться деткам, да? Это как бы основные побочные эффекты. Для какого возраста? Хороший вопрос. Для какого возраста? Как правило, когда диагноз уже установлен, к нам обращаются в среднем это от 3 лет, да, детки, до и, как говорится, возраст бесконечный, потому что есть и 15 лет, есть и 26 лет аутисты. Вот. Если же, скажем, диагноз поставлен в 2 года, то также для этой категории тоже есть программы, которые основаны на внутримышечном введении экзосома и использовании экзосома ингаляционно. То есть, скажем, уже таким маленьким малышам также можно хотя бы минимальную такую лайт-вариант, облегченный вариант программы без инфузий, а в виде внутримышечных инъекций тоже предложить. Так, полезна ли сама по себе терапия экзосомами? И надо ли ее делать совместно со стволовыми клетками, когда появляется результат? Значит, результат может появиться по вот нашим наблюдениям даже уже когда ребенок находится в клинике. Бывает, как я уже говорила, что какой-то новый, знаете, для родителей это вот бросается в глаза, что-то новое ребенок стал делать, чего раньше никогда не делал. Причем это повторяется в клинике не один раз. Поэтому можно сказать, что даже в течение первой недели, когда пациенты, когда семья в клинике, уже эффект может наблюдаться. Для клеточной терапии это именно эффект от экзосом. Для клеточной терапии это может быть необходимо время. Это может быть минимум месяц-полтора до 6-8 месяцев, да? Но может быть даже до года. Это тот промежуток, когда мы можем сказать, что эффект клеточной терапии как раз в ходу, и тот новый навык, который ребенок получил, очень вероятно связан с пройденной терапией. Вот. Полезна ли, сейчас секундочку, терапия сама по себе экзосомами или нужно делать совместно со стволовыми клетками? Вы знаете, мы наблюдаем следующее, что вот по некоторым причинам есть семьи, которые не могут приехать на там либо дальность полета, либо ребенок. Есть вот детки, которые они не могут просто лететь в самолете. Там истерика Doctor, такая. Yeah. Doctor, I was asked to ask you
if you can explain exactly what happens on every day, so if you can explain IV infusion, inhalation, the method of how it works, and if you can explain about side effects, about hyperactivity, fever, all the side effects. So these are the questions I was asked to ask you. Окей, я. Шира также попросила, кто-то, видимо, из родителей позвонил и попросил подробнее рассказать, что происходит каждый день в клинике, да, как, собственно, представлена программа. Сейчас я это обязательно сделаю. Вот, хочется ответить на вопрос, полезна ли терапия экзосомами только или нужно сочетать. Вы знаете, тут много, скажем, факторов для того, чтобы окончательно определиться, как родители, семья может на данную терапию пройти или нет. То есть вот когда ребенок, возвращаясь к мальчику, который родители пытались 2 раза сесть в самолет, и у них это никак не получилось, потому что реакция ребенка, ну, их просто уже на борт не брали, да, когда видели, как себя ведет малыш, поэтому они не смогли прилететь, вот, либо какие-то другие причины. И родители пробуют экзосомы в чистом виде. И надо сказать, что детки, как вот клеточная терапия работает, порядка 70% отклика, да, на данную терапию отмечается. То есть возьмем 10 детей, и 7 из них будет иметь какие-то изменения да, в симптомах. А 3 ребенка из 10 будет иметь минимальный либо 0 эффект. Поэтому как при экзосомах, так и при стволовых клетках или их комбинации, эта статистика, она работает. Я думаю, что если все-таки у семьи есть возможность сделать, вот в идеале, пройти курс лечения в клинике вместе со стволовыми клетками и с экзосомами, а затем взять экзосомы на пост-тритмент на период после, да, прохождения основного лечения, но, как на наш взгляд, это более эффективно. Если по каким причинам финансовым, там, дальность полета и прочее сложно это обеспечить, тогда можно пробовать и экзосомы, и это тоже работает. Поэтому тут уже как в семье получится, потому что на сегодняшний день, чтобы вот однозначно сказать, насколько что-то более эффективно или менее эффективно, необходимо, да, и провести исследование. Вот уже сегодня мы разбирали там степень выраженности, взять какую-то шкалу и по ней определять, и иметь контрольную группу, экзосомы в чистом виде, либо комбинация экзосомы плюс стволовые клетки и контрольная группа, и смотреть, какая будет разница. Но я думаю, что клеточная терапия плюс экзосомы и месяц, допустим, капельки в нос, это как более эффективный метод, потому что дозозависимый эффект тут тоже присутствует. Да? Вот, думаю, что ответила на ваш вопрос. Теперь был вопрос поведения стволовых клеток донора, меняется ли ДНК реципиента. Нет, абсолютно никак не меняется. То есть ДНК реципиента, самого пациента, да, кто такой реципиент? Это тот, кто получает донорский материал. Его ДНК не меняется, потому что ДНК стволовой клетки, она никак не проникает в ДНК пациента и, соответственно, никак не меняет ДНК пациента. Какой ДНК был, то тот он и останется. То есть это не какая-то там генная инженерия, которая имеет цель изменить ДНК. По поводу нет побочных эффектов на чужеродной клетке, мы упомянули с вами о умеренной гипертермии. Также я хочу сказать, что бывает плюс-минус 10% семей, которые говорят, что у ребенка отмечалась гиперактивность спустя 4-6 недель. Что значит гиперактивность? То есть они видят, что ребенок стал еще более активный, чем как фоново был, да, спустя
4-6 недель. Затем эта активность, ну, сходит снова на тот уровень, когда ребенок до лечения. То есть это тоже нужно знать. Опять же, это не у всех эта гиперактивность проявляется, это определенный процент, небольшой, но он есть. Теперь был вопрос как раз, когда позвонили и попросила Шира рассказать, как, что представляет собой ежедневный день. Да, вот, ну, возьмем такую среднюю программу пятидневную. Это выглядит следующим образом. Например, семья прилетает в воскресенье. Это день, когда все после полета пытаются восстановить силы, да, успокоиться, немножко по городу погулять. Начиная с понедельника. Понедельник – это день диагностический, то есть самый первый день из 5 – это диагностический день. Производится забор крови по разным параметрам. Это общий анализ мочи, это общий анализ крови, биохимия, коагулограмма, инфекции, вот, состояние базовых витаминов, микроэлементов, минералов, да, и обязательно общение с специалистом, с лечащим доктором, который будет прикреплен, индивидуальный доктор в клинике. Вот. Дальше все анализы взяты, да, в течение там нескольких часов они приходят, мы видим, что у ребенка нет выраженного воспаления, либо какой-либо инфекции, и что клеточную терапию можно проводить. И, соответственно, со второго дня, со вторника, мы можем начинать приступать к клеточной терапии. Мы вот те процедуры, которые рассчитаны в пятидневную программу, а в клинике их 6, мы их разбиваем условно на 2 таких активных дня. Например, вторник, среда, либо вторник, четверг. И в эти дни мы делаем, сперва идет внутривенная инфузия, да, внутривенная инфузия из расчета 3 миллиона на килограмм стволовых клеток. То есть если ваш ребенок, например, 5-летний, весит 20 килограмм, да, то мы рассчитываем 3 миллиона на килограмм, это где-то 60 миллионов. Средняя доза он получит в одной внутривенной инфузии. Затем он получит в этот же день после инфузии, которая длится 30-40 минут, он получит внутримышечную инъекцию. Это 30 миллионов фиксированное количество месенхимальных стволовых клеток. Это буквально несколько секунд длится в ягодичную область, да, верхний наружный квадрант, внутримышечно вводится сама 30 миллионов. И третий, последний момент – это ингаляция 10-15 минут с экзосумами, либо, если ребенок негативно реагирует, это в виде интраназальных капель снова дается в клинике. То есть в один день, во вторник, мы делаем на натощак, если ребенок требует седации, потому что часто детки, ну, негативно, да, реагируют на медперсонал, на инфузии. Некоторые могут сидеть, играть в планшете в любимую игру или смотреть мультфильм, и потихонечку очень умелые медсестры ставят катетер в область локтевого сгиба, и выполняется инфузия. Если ребенок негативен, то это уже можно будет в первый день, в момент запора крови, то обсуждается момент седации. Ребенку натощак он либо пьет небольшое количество жидкости, либо внутримышечно он получает препарат, после которого ощущение сонливости, он спит, да, а в этот момент выполняются процедуры. Как говорится, 1, 2, 3. Инфузия, внутримышечная инъекция и затем в виде капельки в нос. И мы делаем это вторник и четверг, либо вторник, среда. 2 таких интенсивных дня, и 6 процедур будет сделано. 2 инфузии, 2 внутримышечных инъекции и 2 ингаляции. Если это, допустим, вторник-четверг, то в среду мы пробуем, когда нет седации, спич-терапию, работу с нашим специалистом, то есть смотрит, тоже она оценивает и зрительные контакты, и как он настроен играть.
да, и какое отношение к постороннему человеку, какая заинтересованность. Как правило, просим, чтобы родители присутствовали, там, и, допустим, с переводом, потому что если не англоговорящий, извините, ребенок, то родители помогают с переводом. Вот. И затем в последний день, это пятница, тоже может быть спич-терапия, и это день выписки, когда мы даем родителям на руки результаты анализов, мы даем выписку, в которой указано все, что ребенок прошел на английском языке. Если нужно, скажем, ну, есть разные у нас переводчики, вот, но, как правило, на английском, да, на иврите, на иврите не даем. Вот, но на английском универсальный вариант. I'm telling about English version of all documents. Yeah, that Yes. on Hebrews, unfortunately, yeah, we don't give. We can have Hebrew documents if necessary. We offered the clinic quite a few times, and I think we even have some of the documents in Hebrew. But if somebody's struggling, I'm sure that we can help. That's not a problem. I just want to go over the list. I don't speak any Russian, as you know. This is my only downside here. So did you speak about side effects, days of treatment, and how to register? Да, по поводу побочных эффектов мы с вами сказали, да. Также как проходит лечение, плюс еще в пятницу мы выдаем вот эти экзосомы, да, которые вы возьмете с собой. Как часто можно выполнять терапию и терапию экзосомами, да, введение в виде капельниц. В принципе, терапию клеточную можно повторять каждые 4-6 месяцев, вот в том плане, который мы представляем, вот по этой методике, каждые 4-6 месяцев. Американские специалисты считают, что данную терапию, если ребенок до 10 лет, если нейропластичность на высоком уровне считается у этих деток, данную терапию лучше, клеточную терапию пройти 2 раза. Почему? Потому что если мы в группе 30%, которые не отреагировали на первое лечение, где-то 50% у этих деток потом на второе лечение они откликаются, что для нас тоже важно. Поэтому, чтобы, знаете, было 2 таких интенсивных стимула для центральной нервной системы, для репрограммирования, для того, чтобы организм откликнулся вот хотя бы 2 раза. Ограничений, скажем, по количеству данных терапий нет. Приезжали к нам вот те люди, которые делали в Мексике, они могли, вот говорили, что мы 8 раз делали, да, потом решили что-то новое попробовать и приезжали к нам. Вот, поэтому здесь в плане ограничений в количественном плане их нет. Вот, экзосомы, тоже скажу вот из нашего опыта, их можно, в принципе, делать каждый день, да, в виде интраназальных капелек. Была одна семья из Израиля, когда мама сказала, что вот мы прошли месяц, когда они прошли полный курс, потом месяц терапии в виде капелек, и когда потом настало время без капель, ну, сложно сказать, это связано с экзосомами или нет. Мама говорит, что ребенок поменялся, стал меньше вступать, вот, меньше общаться, хуже зрительный контакт, вот, начал уходить в себя, то есть своего рода такой регресс. И она настойчиво попросила, пожалуйста, передайте, можно мы связываем это, что закончились экзосомы, можно ли нам передать, и мы подготовил лаборант и передали с группой людей, вот, пациентов. И мама потом сказала, что опять вот такой положительный эффект на экзосомы отметился. То есть 100% как бы вот в моем видении, да, это работает.
Это работает не только у аутистов, но и в группе пациентов с неврологическими заболеваниями. У меня есть один очень хороший знакомый из Италии. Он до сих пор, ему не поставлен неврологический диагноз. Бывает такое, редко, но бывает. Вот, АЛС вяло прогрессирующий, вот, либо какая-то генетическая разновидность. Но факт тот, что нарастает, ухудшается неврологическое состояние, да, периодически пациент даже падает, никто не поймет, в чем дело. И я предложила, говорю, давайте вот даже в качестве попробуем, вы ничего не теряете, попробуем экзосомы. Вот. И потом, это осенью он начал проходить этот курс в сентябре, и когда мы брали ему на 3 месяца эти экзосомы, и затем знаете, когда близкие люди иногда или часто спрашиваешь, или просто вот паузу берешь, и потом, ну, как дела, как дела, и он говорит, вы знаете, у меня нет ухудшений, и я уже этому рад, то есть я стабилен, настроение у него улучшилось, потому что, естественно, когда ты не знаешь, что с тобой происходит, а что-то как ком, да, снежный нарастает, и как это лечить, никто не знает, вот, и даже стабилизация, это уже хорошо. И он сказал, и настроение у меня поднялось, вот такой больше оптимизма. То есть даже этот маленький шаг, это тоже важен. То же самое для деток аутистов, что когда вот видят положительный эффект, мы все, все максимально коллеги стараются, ну, в клинике обеспечить такую атмосферу доброжелательную, да, все медсестры, ну, по первому зову все стараемся и с детками максимально помочь, откликнуться, войти вот в состояние вот семьи, понять потребность ребенка, вот, и чтобы терапия прошла максимально комфортно, и затем ожидаем результаты. Нужно сказать, что пройдя лечение, мы не просто, вот сказали, просто сидим как бы и ждем. Очень важно, мозг условно получил питание, да, получил такой бустер, стимул для репрограммирования, поэтому 6-8 месяцев, первое время, они очень важны, чтобы мы занимались, вот родители занимались всеми видами терапии, то есть максимально мозг активировать для того, чтобы вот эти новые нейрональные пути, они формировались. То есть это та же повторение спич-терапия, это эрготерапия. Но все виды стараться, чтобы ребенок общался по возможности с другими детками. То есть есть возможность кому-то пойти на день рождения, чтобы вот шансов для столкновения с детками, да, чтобы себя ребенок мог выразить, чтобы таких ситуаций было больше. И это тоже стимул для того, чтобы максимально достичь хороших положительных эффектов. Так, как долго ждать положительного эффекта от экзосон? Даже в течение первой недели эффект может уже наблюдаться. В отношении, вот смотрите, негативный эффект от экзосом бывает или нет временный. Очень важно, вот я спрашивала по поводу электроэнцефалограммы. Когда ребеночек, если, к сожалению, есть аутизм плюс эпилепсия, у таких деток мы запрашиваем в таких семьях электроэнцефалограмму, и что мы можем наблюдать? Бывает, это опять же не у всех, что когда вот эта реактивация, репрограммирование идет головного мозга, и все зоны активируются, и регенерация, то бывают случаи, когда судорожная активность, она повышается. Это может быть где-то вот спустя 2 месяца после лечения, 1,5-2 месяца. Вот. Затем это выравнивается, и та активность, которая была прежняя, она сохраняется, то есть опять в обычное русло входит организм, но некоторое повышение частоты активности может быть. Не у всех, но этот вариант возможен. Вялость, сонливость. I had some questions for you. I was just waiting for you to pause for a breath. Not so easy when you speak in Russian. So I was asked for you to explain about pricing. For Israelis, there are still Israeli groups, so the price is a little different. But they want to also know if it includes board and food and etc.
And I was also asked Мгм. for you to explain about the different age groups in terms of success after treatment. I'm going to Мгм. stop. Окей. Значит, по ценовой политике, та цена, которая будет, скажем, указана в программе, опять же, зависит, на какую программу вы приедете. Я вам скажу разброс, то есть ценовая политика может быть от 7 до 17 тысяч евро, да, это максимальный пакет, но для групп, которые приезжают из Израиля, это может быть на несколько, скажем, другие условия. В этот пакет входит все, кроме билетов. То есть это питание для двух родителей и для ребенка, то бишь для 3 человек. Это питание трехразовое, это проживание клиника обеспечивает либо на территории нашей клиники, либо предоставляется, сюда входит оплата проживания в гостинице, близлежащие, и, соответственно, трансфер. Наши водители будут каждое утро забирать семью и привозить обратно после того, как все процедуры сделаны. Вот, то есть только билеты, это то, что уже необходимо будет дополнительно приобрести родителям, а так пакет включает в себя все. Вот. Еще что какие вопросы были? Можете, пожалуйста, напомнить? Эффект от экзосом мы сказали. Временный негативный эффект, ну, как понимаете, скажем, негативный эффект – это, ну, самый такой негативный сценарий – это отсутствие эффекта, но каких-то ухудшений, связанных от клеточной терапии, либо от экзосом быть не может. Вот. У ребенка была вялость, сонливость, много визуальных симптомов. Вы имеете в виду после лечения, да? Но возможен такой вариант, но, может быть, это было связано там с перелетом, со сменой, скажем, по времени обычно очень рано летают самолеты и поздно, вернее, в Сербию рано прилетают и потом поздно возвращаются. Может быть, вот эти нюансы, как вы знаете, ребенку тоже нужно время, когда что-то меняется, вот путешествия, поездки, чтобы адаптироваться, уже вернуться и снова войти в прежнее русло. Поэтому чтобы сказать однозначно, клеточная терапия провоцировала эту сонливость или вялость, да, апатию, это маловероятно. То есть либо это обычное как бы состояние малыша такое, или это просто совпало вот, с данной ситуацией, но это не от клеточной терапии, да, не от экзосом. Подскажите, пожалуйста, какие-то есть еще вопросы? They want to know if there's Russian-speaking staff in clinic. Мгм. Окей. Дело в том, что в клинике работает интернациональная команда. Это врачи большей частью сербы, причем многие знают русский язык. Также там работают врачи из Украины и врачи из России. Поэтому барьерного такого момента, ну, общения, какое-то препятствие быть не должно. Так что на русском языке, да, люди общаются. Не переживайте. Don't worry. Yeah. If there's no more questions, and I think after an hour and a half, it's okay to not have any more questions. It's very nice to see you, and we will speak again soon. So if anybody has more questions, this is the time, and if not, we're going to say goodbye. Да, я тоже благодарю всех за вопросы, за активное участие. Да, вот молодцы, писали вопросы. Я так понимаю, что все родители очень активные. Со всеми указанными в этой лекции методиками вы знакомы. Вот, и молодцы, пробуйте что-то новое. Я считаю, что это правильно. Так поступают все родители. Ну вот. Спасибо вам. Если будут какие-то вопросы через госпожу Ширу, вы можете эти вопросы передать. Благодарю вас. Хорошего дня. Берегите себя, своих близких. Ну вот. Всего доброго. Yeah, I'm telling goodbye to everyone. Okay.
Yeah. Thank you so much for coming today, and on this very special occasion where you are giving a lecture in your own language. I want to let you know that Dove, our youngest, has started speaking syllables this week after 3 treatments, and he's, as you remember, has no more epilepsy. He started eating. But now he's starting his very first steps in the verbal world. So I want to say thank you very much for being there with us in this crazy journey. And I wish all of you very good luck. And we will see you on for the next lecture. Thank you very much. Я переведу быстренько. Шира сейчас сказала, что у ее младшего ребенка, у Дова, спустя, после 3 пройденных лечений, он сейчас начал говорить потихоньку. Кроме этого, электроэнцефалограмма у него нормализовалась, то есть признаков повышенной эпиактивности нет, чему они рады. То есть он и кушает лучше. Вот, и она выразила свою благодарность, и что мы сможем снова увидеться. Thank you very much for this information, Shira. It was like inspiration to hear about it. I will share this information with my colleagues, and then we'll see each other soon. Okay. Спасибо большое. До свидания. Goodbye. Bye. Goodbye.